Здравствуйте! Вы находитесь на канале «Эхо Петербурга». Этот фильм посвящен герою Советского Союза. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Этим фильмом мы хотим привлечь внимание современной молодежи к важной и знаковой фигуре в нашей общей истории, чей героический подвиг навсегда должен остаться в памяти нового поколения. В годы Второй мировой войны молодая, юная, 18-летняя девушка проявила характер героя, отважного батыра, положив жизнь ради своего отечества. И пока мы помним эти страшные события, есть шанс жить, любить, творить и созидать в мирное время. Вечная память герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Ура! Герой Советского Союза Алия Нурмухамбетовна Молдагулова. Советская девушка-снайпер. В годы Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Дослужилась до звания ефрейтор. Звание Герой Советского Союза получила посмертно в 1944 году. Дочь казахского народа Алия Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в ауле Булак Актюбинской области, Казахстан. Еще ребенком осталась без родителей. Алию отдали на воспитание к бабушке, в семью дяди по материнской линии. С 8 лет Алия жила в его семье Алма-Ате. Уже в детстве она отличалась целеустремленным и твердым характером. В 1935 году вся семья Молдагуловых переехала в Москву, взяв с собой Алию. Через несколько лет они переехали в Ленинград. Осенью 1939 года дядя устроил 14-летнюю Алию учиться в школу-интернат номер 46. В июне 1941 года с началом Великой Отечественной войны семью дяди, в которой жила Алия, эвакуировали. Однако сама Алия предпочла остаться в Ленинграде. 8 сентября 1941 года началась суровая блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня. В марте 42-го вместе с детским домом Алия выехала из осажденного Ленинграда в село Вятское Ярославской области. 1 октября 42-го по окончании 7 класса Вятской средней школы она поступила в Рыбинский авиационный техникум. Ей очень хотелось воевать в воздухе, но она попала в учебную группу по специальности холодная обработка металла. Через 3 месяца Алия Молдагулова подала заявление с просьбой отправить ее на фронт. 21 декабря 42 года она была отчислена из техникума в связи с уходом на фронт. 20 марта 1942 года приказом НКО СССР была создана школа инструкторов-снайперов. Алия попала в первый набор этой школы. Из воспоминаний учащейся снайперской школы. 17 декабря 1942 года я впервые встретилась с Алией. В то время она выглядела совсем еще юной девчонкой, подростком. Ей было 17 лет. Но Алия настойчиво добивалась, чтобы пойти добровольцем на фронт. Спали мы с Лией рядом. Было холодно, негде было просушить одежду, солдатские портянки, обувь. Затем нашу 4-ю роту перевели в капитальный барак. Условия стали лучше. После этого началась учеба в снайперской школе. Учились метко стрелять, ползать по-пластунски, быть незаметными для врага. В учебе Алия проявляла настойчивость, упорство в овладении снайперским делом. В снайперской школе Алия была награждена именной винтовкой с надписью от ЦК ВЛКСМ за отличную стрельбу. Ей пришлось пролить немало слез, прежде чем попасть на передовую линию. Причиной тому были опять-таки ее возраст и рост. Нас с Лией определили в один взвод 4-го батальона. Мы, снайперы, ходили на задания в паре. У нас были заранее приготовленные позиции. Там засиживались до тех пор, пока не брали на мушку фрицев и не пускали их в расход. Тогда на нас обрушивались вражеские снаряды и мины. Лия в такие минуты проявляла исключительное бесстрашие. Она не только била фашистов, она выносила с поля боя раненых и оказывала им первую помощь. В ходе Ленинградско-Новгородской операции в начале января 44-го 54-я стрелковая бригада маршем выдвинулась вдоль фронта к городу Новосокольники, Псковская область, где, прорвав оборону противника, вышла вперед севернее города. Заняв ночью исходные рубежи, красноармейцы атаковали на рассвете 14 января 44-го. Батальону, действия которого прикрывали снайпер, была поставлена задача перерезать железную дорогу и захватить деревню Казачиха. Несмотря на то, что первая линия уже была успешно прорвана, атака захлебнулась из-за сильного ответного огня противника. В этот критический момент Алия Молдагулова встала во весь рост и крикнула: «Братья-солдаты, за мной!»
В тот день Алия трижды участвовала в отражении контратак противника. Во время одной из атак Алия Молдагулова, будучи раненой в руку осколком мины, тем не менее участвовала в рукопашном бою, который завязался в немецкой траншее. В ходе боя Алия была вторично ранена немецким офицером. Она успела его уничтожить, но ее рана оказалась смертельной.